Итак, всем привет! Прошло 2 месяца с начала учебы в университете. Эти 2 месяца для меня были и адаптация, и привыкание, осознание реальности. Что у нас сейчас происходит в университете? Коллоквиумы. Вот что у нас происходит. Коллоквиумы, если что, это экзамены по практическим занятиям. И обычно эти коллоквиумы разделены на 2 коллоквиума, чтобы не делать один большой экзамен. Да, чтобы нам немножечко сделать жизнь легче, назовем это так. И у нас сейчас проходят, получается, коллоквиумы по информатике, математике и микроэкономике. По микроэкономике я уже написала. Вроде бы все не настолько страшно было, хотя за день до экзамена я сидела, это все решала и просто не понимала, вообще понимаю ли я что-либо, но в итоге пришла, все написала. Да, я прям в шоке была. Нам пока что оценки не выдали, но я просто буду надеяться, что все хорошо. Потом, по информатике. По идее, я его тоже должна была уже написать, но в тот день, когда мы писали экзамен, у некоторых слетела лицензия на Microsoft, и Word не работал. Поэтому я буду писать его 2 декабря, а экзамен, вот это вот коллоквиум по математике мы будем писать 10. Слава богу, нам его перенесли, потому что сейчас я решаю математику, и я понимаю, что некоторые вещи я не до конца понимаю. То, что нам его перенесли, грубо говоря, даже на 4 недели, либо на 3, или на 2? На 2 недели, вот. Да, то есть у нас, по идее, сегодня должен был быть экзамен, если я ничего... Да, сегодня! Честно, я, мне кажется, ничего не решила. Но он будет у нас через 2 недели, то есть идеально времени еще есть. В принципе, что я буду сегодня делать? Насчет тем, которые не понимаю, это функции, ну, функции, окей, я их понимаю, асимптоты функций. Я какой-то момент решала эти задания, и я помнила и понимала, как их делать, но я забыла. Потому что я начала решать интегралы, вот эти вот неопределенные интегралы, определенные интегралы. И не, ладно, мы еще определенные интегралы мы не проходили эту тему, мы будем ее через неделю проходить. И у меня эти интегралы очень хорошо пошли. Настолько, что я забыла, как решать задания с асимптотами. Но математика — это не единственное, чем я буду сегодня заниматься. Мне на завтра надо написать письмо официальное к паре по английскому языку. Я думаю, с этим очень быстро справлюсь за какие-нибудь полчаса, я надеюсь. И да, мне это надо все сделать сегодня, потому что завтра у меня с 11:30 до 1:30 вождение. Дело в том, что я с первого раза не сдала экзамен еще месяц назад, поэтому, да, завтра я иду на вождение, у меня 2 часа будет дополнительное, и уже 2 декабря я снова поеду на экзамен, и просто буду надеяться, что там я тупых ошибок не делаю, потому что ошибка была максимально тупая. Мне будет стыдно перед моим инструктором завтра. А еще, кстати, я хочу немножечко позаниматься корейским. Да, у меня в планах быстренько закончить вот эту вот свою книжку на уровень А2, наконец-то. Потому что я долго корейским не занималась, и да, потом переходить к 3. Я даже подумаю над тем, чтобы 3 уровень купить курс в школе Korean Simple. Я у них, чтобы вы понимали, уже начинала 3 уровень, вроде как даже мы половину прошли на индивидуальных занятиях с учительницей. Но, опять же, это было год назад, поэтому я, скорее всего, просто обычный онлайн-курс куплю, не индивидуальный, такой обычный. Он для меня самый удобный, то есть он и по цене тоже. Но пока что, да, я буду разбираться вот с этой вот книжечкой, чтобы все себе припомнить. Сейчас 11 часов вечера. Как понимаете, корейского сегодня не было, потому что, во-первых, я делала английский, потом я еще доделала кое-какие вещи по проекту по английскому, потому что я про них абсолютно забыла, но я захотела их сразу сегодня сделать. Далее я делала математику. И знаете, я поняла, почему у нас будет только 5 заданий на экзамене. Я только 3 задания делала час.
Да, то есть вот раз, в ней третье, второе, первое. Хотя я не скажу, что они прям какие-то суперсложные. Тут асимптоту надо найти. Я наконец-то вспомнила, как делать асимптоты. Вот, пожалуйста. Здесь найти пункты пересечения с осью X. И здесь задание монотоничность. Вот так вот. Просто вот реально задания не сильно сложные. Но почему-то, как видите, у меня ушел на них час. Потому что что-то надо было вспомнить. Что-то немножечко запуталось. Поэтому, да, я сейчас пойду спать. Ну, вообще, я сегодня, на самом деле, днем корейским занималась. Я просто не помню, я говорила это в самом начале или нет. Но я решила в Quizlet делать всякие подборки, модули корейский по темам. И вот сегодня я делала подборку с корейскими мемами. Я обожаю корейские мемы теперь. И знаете, я их понимаю, потому что они обычно не сильно сложные, и там используются максимально легкие слова и упрощенная грамматика, поэтому засчитаем, что я сегодня корейским позанималась. Ну, а пока я пойду спать, потому что завтра еще ехать за кое-какими документами и потом на вождение. Короче, пришла с документами. Сейчас забираю и потом уже на вождение. Да, лучше видеть. Всем доброе утро. Ну, как сказать, доброе утро. Уже без 15:11. Мне как бы собираться потихоньку надо в университет, да. Мне сегодня на час. Я сегодня вот так вот, да, немножечко заспалась, вот сейчас кофеечек пью. Все дело в том, что я почему-то вчера решила, что будет очень хорошая идея до часу, ну, не до часу, но вообще до пол-первого ночи заниматься, ну, не совсем нужными делами. Вернее, они как бы нужны, но не прямо сейчас. Да, я то есть как-то думала, может, сегодня проснуться пораньше, там, доделать конспекты по праву. Ну, я вчера тоже правом занималась, но если прям очень коротко, я брала презентации, которые нам давали на лекциях, закидывала в чат GPT, он просто составлял тесты, чтобы я потом могла в будущем, когда уже к экзамену буду готовиться по праву, просто эти тестики проходить в Quizlet. Да, а сегодня у меня практическая пара по праву. Поэтому, да, мне надо было кое-что там прочитать, подготовить, чтобы на на занятиях работать и за это получать пункт. Потому что эти пункты потом очень могут хорошо поднести оценку. Вроде, если я не ошибаюсь, на полпункта даже могут поднести. То есть это очень даже хорошо. Да. Плюс у нас скоро еще и коллоквиум тоже. Наш этот профессор говорит, сейчас будем думать, когда вам первым коллоквиум из 2 делать. Поэтому, да, сегодня будем это все обсуждать. Потом, сегодня у меня еще, потом
идет психология. На психологии, я не знаю, мы вообще, кажется, делаем не то, что мы должны делать, потому что вот мы сидим на базах менеджмента, и нам говорят, ну, вы сейчас это вот на психологии либо проходите, либо будете проходить. И просто вот наша группа, которая последний раз проходила в зависимости от телефонов. То есть, да, ну, то есть были зависимости от телефонов, еще какая-то тема. Про концентрацию, то есть мы видосики смотрели, писали там, что мы думаем об этом видео, об этом эксперименте. И далее последнее — это информатика, ну, то есть все окей там. Мы Excel начали проходить, то есть сегодня будет второе занятие по Excel. Как-то вот так вот. Ну да, то есть сегодня пятница у нас максимально лайтовый день, на самом деле. Вот самый такой сок, скажем так, у нас приходится на среду, когда у нас база менеджмента, то есть надо готовиться к такой быстрой, самостоятельной, то есть на польском это называется войщувка, то есть ты приходишь буквально на 2 минуты, тебе задают один вопрос, ты на него отвечаешь, допустим, можешь получить пункт. Что очень самое классное, кстати, вот в этих войщувках, то, что нет возможности получить плохую оценку. То есть ты либо получаешь балл, который тебе потом поднесет оценку, либо ты его просто не получаешь. Да. И еще за работу на лекциях тоже. Не на лекциях, на занятиях тоже можно баллы получать, что я, в принципе, и всегда и делаю, чтобы оценка повыше была. Потом у нас в среду есть микроэкономика. На микроэкономике, в принципе, ничего такого страшного нет, но там профессорша тоже делает войщувки в Кахуте. То есть это как квизы, только Кахут. То есть там все могут подключиться и отвечать. Там правда, фальшь, выбирать варианты ответа. И типа те, кто оказывается в тройке лучших, получают балл. Я, кстати, раз так получила. Вообще случайно, просто потому что один вопрос, который мне попался, я знала на него ответ, и он мне помог. Да. Потом в среду у нас еще есть математика, которой у нас не было на этой неделе и на прошлой неделе, потому что, я так поняла, профессор заболел, наверное, либо же он куда-то уехал. Да, ну, на математике, в принципе, как я уже говорила в начале видеоролика, мы начали проходить вот такие вот штуки, я забыла, как они называются. То есть сейчас я их понимаю спокойно, то есть мне нравится математика, хотя вначале я сидела, у меня такие философические там мысли летали в голове вместо математики. Особенно с числом Оллера. Ну да ладно. Короче, мне надо собираться и хотя бы как-то быстренько прочитать право. Ну, не как его прочитать, я просто беру темы, которые он нам выслал. То есть, допустим, мы проходим сегодня Раду министров. И далее там по пунктам идет, какие там... Ну, короче, по пунктам идет. Допустим, кто в этой Раде состоит, что они делают, кто их выбирает. Ну, короче, вот такой вот. Я закидываю в чат GPT, он мне все пишет. Ну, так я вообще обычно это все еще переписываю в конспект, но не сегодня, походу. Не сегодня. Хотя я была почему-то уверена, что я хотя бы в 8 встану, но нет, я просто отрубилась, вот проснулась в 10 часов. Ну, вообще в 9:30, но я еще полчаса полежала и встала в 10. Так, пока было мне немножечко времени, по праву сюда закинула конспекты себе в телегу, в избранное, чтобы было, потому что уже переписать нет времени. Так вот, много всего. Ну, тут несколько тем, получается, Рада министров. Тут вроде идет саможон территориальный. Как это по-русски, я уже не помню. Скарб панства и про суды последний. Я, конечно, честно говоря, не знаю, что мы сегодня будем проходить, но это типа то, что, по идее, должно пригодиться. Собиралась так, чтобы успеть. В итоге я сейчас, грубо говоря, опаздываю немножко. Прям бежать теперь надо.
сейчас делала конспекты по праву. Уже без 15:10 сейчас буду вот делать математику. Мою любимую. Потому что здесь есть моментики, которые... Сама тема, грубо говоря, мне понятно, но вот эти вот моментики с косинусами, синусами, тангенсами, неважно. Мне это немножечко непонятно. Мне сейчас надо будет разобраться в этом всем, потому что, я так поняла, здесь уже нужны знания профильной математики. Нам об этом не рассказывали в университете. Да? То есть тут как-то подразумевается, что у нас должна была быть профильная математика, которой, мне кажется, 80% не было. Поэтому, да, буду сейчас вот с этими несколькими примерами разбираться. У меня в планах все это сделать за полчаса. Я уверена, это растянется на час, если не больше. Так что, let's go. Я сейчас сижу, это решаю, и до меня просто дошло, что вот здесь нету цифр, вот не считая только вот этой вот двоечки. Кстати, я сейчас начала это понимать, и мне это безумно нравится. Я сделала вот такую вот табличку, что во что переходит, что чему равно. И это так интересно. Всем добрый день. Сейчас 5 часов, но на самом деле я проснулась в 4. Да, у меня сегодня почему-то какой-то такой супер сонный день, поэтому я днем спала. И да, пока туда-сюда, налево-направо, уже практически 5 часов. Но, да, я вообще хотела рассказать о том, что я буду сегодня делать. Готовиться к английскому. Мне надо будет выучить слова. Я, понятное дело, большинство слов уже знаю, но мне надо будет повторить это все. Повторить правила. В принципе, там ничего такого сложного нету. Вроде как. Буду сильно надеяться, что там не будет письменной части, потому что, по идее, письменная часть у нас была вот как раз-таки в четверг. Аудирование на аудирование уже, ну, как пойдет. У меня, кстати, с аудированием вообще неплохо сейчас в последнее время пошло, так что я как-то не сильно волнуюсь. Но, и позаниматься, понятное дело, математикой. Не надо забывать, что у меня вообще-то тоже коллоквиум через 1,5 недели по математике. То, что вот я как раз-таки вчера решала. Но первым делом я буду делать корейский, потому что я еще в начале этого влога говорила, что я хочу позаниматься корейским. Но у меня все никак не выдавалось времени им позаниматься, либо же я им занималась просто в Quizlet. А я хочу нормально им позаниматься. И как можно скорее закончить эту книжечку. То есть, ну, тут много. Поэтому я как-то сильно не хочу на ней задерживаться. Все же тут уровень А2. И да, у меня просто в планах быстро все это прочитать, проделать задания как можно быстрее. И все. Поэтому сейчас сразу приступаю к корейскому, потому что если я засяду за учебу, меня это затянет, и я так засяду до ночи. Поэтому лучше сначала корейским, хотя бы час-полтора на него выделю. Итак, решила все же сделать кое-какие примеры по математике. Тут вот что-то доделала, и вот где-то половинку вот этого доделала, если не ошибаюсь. И это только половина заданий, которые нам выслал профессор. Еще половина осталась, вот это 6, 7, 8, там 9 и 10. И это, я не знаю, сколько я вот это решала. Наверное, недели 3 примерно. Но я думаю, сейчас легче потом пойдет. Всем привет! Сегодня как раз-таки вторник. Я подумала, почему бы мне не отснять вам немножечко того, что сегодня происходит. Сегодня утром у меня был еще один, уже вторая попытка экзамена по вождению. Я, к сожалению, опять же не сдала. Из-за той самой же ошибки, что и первый. Я просто не увидела второго пешехода. То есть один переходил, я на него засмотрелась, второго не увидела. Так что, к сожалению, я буду пересдавать 3-й раз. И да, сейчас вот сижу. Повторяю английский.
У меня буквально через полчаса будет тест этот. Потом после этого я поеду на информатику. Да, я так решила, короче, чтобы пропустить физкультуру и вместо нее пойти на английский и спокойно уже на информатику. Потом домой. Как-то вот так вот. Итак, написала тест. Я сделала абсолютно все, но не полностью последнее задание, потому что я там реально не знаю, что написать. А так, все окей. Сейчас буду гнать на информатику. Я уже в университете, английский написала, как я говорила, вроде все, кстати, окей. Немножко боюсь, переживаю. Вроде сложно не должно быть, но anyway. Итак, информатику написала, в туалете поплакала. Знаете, что у меня случилось? У меня просто каждые 10-15 минут зависал компьютер на несколько минут. А дальше, когда надо было сделать... Это была не таблица, это была структура. Так уж не засвечивала. Надо было сделать структуру, и она у меня полностью вся полетела. Я просто уже вручную там все передвигала, все не так сделала, в самую последнюю секунду нашла, где добавлять цвет, контур в этой таблице, структуры, неважно, что это такое. И, не знаю, просто сделала последнее задание тоже в самый последний момент. Я не знаю, это даже не 4,5, не 4, это тройка натянутая, реально натянутая. Я просто вот... Я так расстроена. Я не знаю, что мне за это будет. Вообще сдам ли. Хотя я думала, это самый легкий экзамен. Я такая думаю, сейчас его напишу, все будет супер. Типа 5 просто на изи. Угу, на изи. Короче, все, я домой, объемся, напьюсь чая и буду спать, потому что уже поздно.